Это просто рандомный диалог, то есть мы просто с тобой пообщаемся, я спрошу тебя, про то, чем ты занимаешься, про Канаду, может быть, немножко, ну, про уроки вот эти, потому что мы с тобой занимаемся, вот. Крис, привет, Привет. как у тебя дела? Ну, хорошо, у тебя? Тоже хорошо, добро пожаловать на шоу спонтанное. Ну, спасибо. Да, в общем, я только сегодня спонтанно решил предложить Крис записать такой подкаст или видео, потому что я сейчас каждый день записываю видео, и одна из идей была записать что-то с учеником. Вот, мы уже занимаемся сколько? 5 месяцев, наверное, да? Или Да, полгода. думаю. Почти, Вот. да. Мгм. А как давно ты... Вообще расскажи для начала, откуда ты и чем ты занимаешься. А, а, да, но я из Канады. Именно я живу в Торонто. Я начала изучать русский язык в 2016 году, когда я поступила в университет. А, да, не хочу сказать, что я его выучила, но на протяжении 4 лет я изучала русский язык, а после этого я на нем перестала говорить, но я нашла канал у Артема и начала а, слушать подкасты, и была возможность а, сделать уроки с ним, и я выбрала этот вариант, и было здорово для меня Круто. практиковать, да. Раз уж ты упомянула уроки, расскажи, а что мы делаем на уроках? То есть вот меня просто вчера А, спросили. ну, на уроках мы, мы говорим про все. Иногда Артем мне дает задание, чтобы искать что-то, например, про Россию или что-то интересное, как стихи, русские стихи да. Или мы просто говорим про свой день, как и это, да, это мне помогает, потому что я носительница английского языка, так что все мои истории я их скажу на английском, и чтобы говорить на русском, это, я думаю, что это улучшить мой русский. Сто Да. процентов. А вот, кстати, я еще пишу исправления. Ты ими пользуешься или нет? Да, да, Мгм. он каждый раз, когда я говорю, я вижу, что а, он, как это называется, Печатает, да? печатает, да. Но не каждый А, раз. Не каждый. Ты все-таки редко ошибаешься. ну, да, есть исправления, мы используем Skype, так что в чате я вижу все исправления и все выражения. Это очень полезно, потому что помогает мне свободно говорить так и не стесняюсь. Да. Круто. Давай вернемся в Канаду. Расскажи, пожалуйста, немножко про свой родной город. Ты родилась в Торонто, да? Да, да, именно. И как тебе твой город нравится? Да, мне, честно говоря, мне очень нравится Торонто. Я всю жизнь здесь жила, так что я готова жить а, где-то новое. Да. М. Но Ну, мне очень здесь нравится. я понимаю тебя, да. То есть у меня такая же история с Новосибирском, ну и отчасти с Россией. Тоже мне нравится жить здесь, но хочется посмотреть что-то еще за жизнь. Вот. Кстати, что интересно, вот часто мы с тобой, когда говорили о погоде, погода в Новосибирске и в Торонто была очень похожей.
Да, как а, такая же самая погода Мгм. а, есть в Новосибирске и в Торонто. Но мы одной широты, На одной широте. на одной широте, да. Мгм. Так, Не холодно ну, тебе в Канаде? Нравится климат? а, ну, да, могу сказать, что холодно, но я не против холода, Мгм. да. Холода. Я не против холода. Было бы лучше, если есть больше дней, Мгм. где жарче, жар, Чтобы было больше жарких дней. чтобы было больше жарких дней. Или теплых, Спасибо. потому что жаркий это больше негативное значение несет. То есть, когда тебе плохо от жары, мы обычно говорим теплые, как warm. Да. Теплые дни, да, да. Мгм. Ну И да, солнечные. да, согласен. У нас та же проблема. Вот лето уже кончается. У вас уже наступает холода, уже прохладно становится? Да, да. Здесь несколько дней ниже 20, Мгм. около 16, Уже? да. Уже, уже. Обалдеть. Нет, у нас пока еще... Вчера вообще было 29, сейчас 22. А, Вот. приятно. Пока еще да. Но скоро я переезжаю в Нижний Новгород, и там будет немножко другая погода. Возможно, там будет меньше солнца, потому что в Сибири много солнца. А чем еще ты занимаешься интересным спортом? Я слышал, да? Ты мне рассказывала. Да, да, мне очень нравится Каким? спорт. Я занимаюсь спортом в зале, я катаюсь на лонге. Мне очень нравится слайдинг. Лонгборд? На лонгборд, да. Ага. То есть ты как Да, длинный скейт. длинный скейт. Да, и Ага. именно это зрителям помогает смотреть контент, который ты хочешь изучать или учить Мгм. на Ютубе на русском. Мгм. Да, Ты смотрела про лонгборды на русском? да. Они всегда говорят, что это лонги. Это не Мгм. лонгборди, это лонги. Мгм. Мгм. Да. Я понял. Окей. И ты еще бегаешь? Бегаешь, да. Мне Бегаю. очень... бе- да, бегаю, да, да. Окей. А, Давно бегаешь? давно, 3 года. А, да, да, 3 года уже. Так, я думаю, что это здорово. Мне нравится быть на улице. И а, да, если зрители бегают, надо слышать подкасты на русском. Это очень полезно. Да, однозначно. Но я бегать не очень люблю. Я люблю кататься на велосипеде, потому что это быстрее, ты больше можешь территории покрыть. И, Да, и я вообще не устаю. То есть я не знаю почему, но я могу очень долго ездить на велосипеде, но бегать я не могу долго. Наверное, это все-таки сложнее гораздо. да, да, да. Но на велосипеде это лучше, если у тебя есть цель, у тебя есть направление, Угу, куда, куда-нибудь надо быть. Так, угу, я думаю, что да, на велосипеде лучше. Но я все равно люблю бегать. угу. Окей. И хочешь еще что-то рассказать про учебу, работу, потому что вот ты и учишься, и работаешь. Но я студентка, и я работаю. Я работаю в кафе, а, не на полную ставку. Как это называется? На половину ставку? Не на полставки, не знаю, не на полную ставку, да, ты правильно сказала. Да. И я изучаю физику. Я закончила учебу на... Мы, мы это называем major. Я Угу. его закончила, и другой major — это физика. Так, первый какой был? Что? Первый мейджор — это что было? Первая степень, первая специальность? Да, первая специальность — это русский язык. Русский язык. И
вторая специальность — это физика. Это они из других миров, но... Да, других миров. Не, ну почему? В России тоже развита физика, не знаю, мы тоже летаем в космос, наверное, это перспективно знать хорошо физику в России и русский язык. Вот. Я думаю, что было бы интересно там жить. Я готова к приключениям. К приключениям, да. Ну, Да. все, мы тебя ждем тогда. Кем ты хочешь работать, когда ты отучишься? Трудно сказать, потому что я постоянно изменяла мнение. Так что теперь я просто плаваю с течением. Плыву по течению, да. Так, именно, да. Вижу через несколько лет. Окей, хорошо. Что ты еще хотела бы сказать миру, планете? Потому что меня смотрят везде, из всех стран абсолютно. Было очень круто, чтобы на подкасте говорить, чтобы есть эта возможность говорить на подкасте, потому что у тебя есть всемирная аудитория. Аудитория. Так что привет из Канады. И это очень хороший выбор изучать русского языка или учить русского языка. Это сложный язык. Но очень, как это называется, выгодный. Выгодный, да, очень выгодный. Открывающий полезный. Много дверей, не знаю. Полезный. Да, полезно и круто. Так. Много контента на русском на самом деле. Вот что здорово. Потому что я тоже учу разные языки, и далеко не каждый язык обладает таким количеством контента. Да. Не так уж много ресурсов, как на французском или на испанском, даже и на английском. Но есть каналы, но я думаю, что в русском языке есть качественные каналы, как у тебя, как твой, да? Спасибо. Канал. Так. Да, как у тебя или как твой? Можно и так, и так. Как у тебя, как твой. Так. Спасибо. Ну и на этой прекрасной ноте мы, наверное, закончим запись этого небольшого спонтанного подкаста и продолжим с уроком, да? Да. Окей. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо за просмотр или прослушивание. И если ты тоже хочешь говорить на русском со мной регулярно, то заходи на Boosty либо на Patreon. Там ты найдешь абонементы на уроки. Там есть два варианта. Либо раз в неделю, либо 2 раза в неделю. Занятие длится 45 минут. Мы обсуждаем абсолютно разные интересные темы. Все супер спонтанно, все супер интересно. Ты получаешь исправления, ресурсы, видео. Жду тебя.